Вот такой вот пышный и ажурный он получается. Всем привет! Сегодня буду делать вафельный пион. Вообще вафельный декор не теряет свою популярность уже в течение нескольких месяцев. Конечно же, на первом месте это вафельная флористика. И правильно ли я делаю или нет, судить только вам. Это чисто мой вариант, и результат меня устроил с самого начала. Итак, приступаем. Для изготовления пиона из вафельной бумаги мне потребуется сама вафельная бумага. У меня торт 3. И в состав я уже говорила, что входит в состав вафельной бумаги: картофельный крахмал, вода и растительное масло. Все, больше ничего. Поэтому она у нас получается нейтрального вкуса, то есть безвкусная. Мы ее сегодня будем делать слегка подслащенной, чтобы у нас цветок имел вкус. Также мне потребуется водка. Можно ли заменить водой? Возможно. Да, но я не пробовала водой, так как при попадании на вафельную бумагу вода полностью разъедает ее, то есть она прям расплавляется. Поэтому используем водку. Водка, она быстрее испаряется, чем вода, и в принципе никаких проблем. И также мне еще потребуется гель-глянец. Я его использую для того, чтобы приклеить сахарные картинки на глазурь, вот на пряниках, когда я делаю топеры, на мастику, и вот в этом случае еще вот для вафельных цветов. Предполагаю, что можно гель-глянец заменить на нейтральный гель, либо еще на глюкозный сироп, но это предположение, я не пробовала. Если кто-то будет пробовать с глюкозным сиропом или нейтральным гелем, обязательно отпишитесь, как получилось. Также, если вы хотите белый цветок, то оставляю в таком виде бумагу вафельную. Если же вы хотите цветной, то используем водорастворимый краситель. Я буду сегодня использовать Cake Colors цвет вишня. До этого, который розовый цветок вы видели у меня на моем торте, там я использовала цвет розовый, тоже водорастворимый краситель. Ну, соответственно, ножницы, кисть, какая-нибудь либо зубочистка, либо какая-нибудь палочка тоненькая. И мне нужны еще будут пластиковые ложки. Ручки у пластиковых ложек можно сразу отрезать. Я сегодня, видите, только распаковала. Те у меня отрезанные уже, которые были у меня заготовленные. Дети использовали на подделке, поэтому я сегодня вот новые открыла. Вафельную бумагу, гель-глянец и водорастворимые красители можно приобрести в интернет-магазине «Успешный кондитер». При указании промокода «Я тортодел» вы получите 6% скидку. И также в апреле действует предложение: при заказе с промокодом «Я тортодел» вы получите вот такую вот форму для пряников «Удвоенное сердце». Про подготовительные моменты вроде бы все рассказала. На вот такие вот лепесточки, которые я уже вырезала. Ссылку на такие шаблоны мы дадим в описании, а 4-й формат будет, вам останется только распечатать. Также на каждом лепестке указано количество, которое вам необходимо будет вырезать. Я брала 4 листа вафельной бумаги, и у меня по факту вот остались вот такие кусочки. Их можно сразу отправить в файл с надписью «Цветы». Они вам в дальнейшем еще пригодятся не раз. И получается, что по факту у меня ушло 3,5 листа вафельной бумаги. Но пион действительно получается большой, красивый. При желании вы можете уменьшать лепестки, это дело каждого. Далее, в равных пропорциях нам необходимо будет взять водку и гель-глянец. У меня здесь 5 граммов водки, и мне надо будет геля-глянец также взять 5 граммов. Но прежде чем вводить его в водку, я окрашу. Насыщенность цвета вашего цветка будет зависеть от количества красителя, который вы используете. Полностью растворяем. И перемешиваем все до однородности. Такая желеобразная масса получится. Кстати, потом со временем, так же как и в использовании красителя, например, в аэрограф, также водка испаряется и остается такая вот, да, гелевая такая вот масса. Я потом опять же туда добавляла водку и опять использовала. То есть многоразовая смесь получается. И теперь с обоих сторон нам необходимо каждый лепесток прокрасить этой смесью. Бумага становится сразу мягче, лепестки становятся эластичнее. Эту эластичность, конечно же, дает именно вот гель-глянец. Теперь вкладываем в ложку и формируем лепесток. Таким образом, все 8 лепестков мне необходимо покрыть этой гелевой смесью. Самый маленький я уже сделала и приступила уже ко второму размеру лепестков. Чтобы сократить время подсыхания лепестков, мы можем отправить их в духовку. Я отправляла в духовку на режим йогуртница, у меня там нарисована. Там идет 40 градусов, и прямо на ложках отправляем на противне в духовку где-то минут на 5. Тем самым водка быстрее испаряется, и они подсыхают. Сейчас я вам отделю, но он еще не подсох. Но, в принципе, хорошо уже держит форму. И что мне нравится,
То есть его можно сгибать, когда он не совсем еще высох, его можно сгибать, направлять вот таким вот образом. Это вот первый самый лепесток, вот он даже первый. Вот. Если же вы никуда не торопитесь, то оставляем подсыхать прямо на столе. Пион с моего торта я делала, у меня буквально лепестки как на конвейере уходили в духовку. И тут же я делала следующую партию, то есть где-то лепестков 10 окрасила, отправляю в духовку. Пока окрашиваю еще 10 лепестков, те уже у меня подсохли, достаю, приклеиваю прям к цветку, то есть уже собираю цветок. То есть там у меня очень быстро все это сложилось. Как вы видели на фото в Instagram, пион получается ажурный, то есть нету вот этих вот угловатых лепестков, как обычно бывает это у вафельной флористики. И он имеет сладковатый вкус именно благодаря гелю глянец. Вот те самые мягкие черты, они сами собой получаются. Вот лепесточки уже подсохли. Как я и говорила, в духовке, там сразу же включается режим конвекции. И если вы будете применять такой метод сушки в обычной духовке, мне кажется, нужно дверцу будет приоткрыть. В любом случае пробуйте, экспериментируйте. Эта партия у меня уже подсохла. Убираем ее с ложек очень аккуратно, чтобы они не сломались. Когда мы будем их приклеивать друг к другу, мы здесь в любом случае будем смачивать и уже сможем формировать основание лепестка. Начинаем собирать лепестки. Третий ряд у меня уже подсыхает в духовке. Я буду использовать водку для приклеивания, так как быстрее все это пойдет дело тогда. Одним лепестком перекрываю другой вот так вот наполовину. Так, соединила. Немножко ждем для того, чтобы прикрепился лепесток к лепестку. Второй лепесток. То же самое, только с другой стороны. Когда мы увлажнили лепестки, они становятся мягкими. И теперь нам только остается время подождать, когда подсохнет основание. Далее, там, где у нас соприкасаются два лепестка, прямо посередине приклеиваем следующий. И так в круговую. По часовой стрелке или против вы будете двигаться, не имеет никакого значения. Но красивее всего получается, когда последующий ряд идет на пересечении двух лепестков. Таким образом мы соединили все лепестки первого ряда, то есть первого размера. И вот здесь еще не совсем подсохло. И образовалось вот такое вот основание, на которое мы последующие лепестки также будем приклеивать. Даем опять же подсохнуть, не торопимся, чтобы все было красиво. Следующий приклеиваем посередине. Край предыдущего лепестка у нас идет, прям присоединяется к следующему. Прижимается только основание. Вот и третий ряд лепестков также уже подсох. И мы можем его прикрепить к основанию. Начинаем, как всегда, на пересечении лепестков. Третий и четвертый ряды лепестков мне удобнее всего вот в перевернутом виде, когда бутоном вниз все это смотрит. Вот так легче мне прикреплять. Вот такой ажурный цветочек получается из 3 рядов лепестков. Оставляем подсыхать. Как раз основание у нас, которое мы только сейчас прикрепили, все лепестки подсохнет. А мы как раз за это время окрасим самый большой ряд, 24 лепестка. Также партиями буду отправлять в духовой шкаф, подсушиться и приклеивать с помощью водки. Последний ряд лепестков также готов. Вот такие вот красивые они получились. И благодаря, конечно же, этим 24 лепесткам и получится вот такой вот объемный, красивый, пышный бутон. И теперь также поочередно приклеиваем к обратной стороне пиона все 24 лепестка. Так же, как и предыдущие ряды, с небольшим нахлестом друг на друга. Приклеила все лепестки, и, как видите, я немного отдалялась постепенно от центра, чтобы увеличить размер моего пиона. Сейчас я его аккуратно переверну, потому что еще не подсохла серединка.
Вот такой вот пышный и ажурный он получается. Также, если вы хотите не класть вафельный цветок на крем, можно использовать зубочистку, как я это делала также в своем торте. Окунаете зубочистку в водку и прям в середину, проворачивая, аккуратно вставляете. Водка, она расплавляет вафельную бумагу постепенно, и уже можно вставить шпажку или зубочистку. Срок хранения таких цветов будет зависеть от срока годности вашей вафельной бумаги. На упаковке обычно производители прописывают срок годности. На долгое хранение такие цветы мы отправляем в коробку, плотно закрываем, чтобы ни пыль не садилась на ваши цветы, ну и чтобы лишней влажности не было. Это губительно для вафельной бумаги. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.